Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я хочу вас познакомить с уникальными открытиями современных ученых, которые просто могут перевернуть весь имеющийся исторический мир. Потому что под 3 пирамидами Гизы они обнаружили гигантские сооружения, что выводит эти технологии просто на новый уровень. То есть это никакие не гробницы, это как раз сверхтехнологии древних погибших цивилизаций. Ну и, соответственно, в этом видео мы это покажем подробно, докажем, плюс я добавлю свои наблюдения, наблюдения предыдущих исследователей, которые показывают, что вся историческая наука, мягко говоря, должна быть пересмотрена. Потому что пирамиды Гизы это никакие не усыпальницы, а именно гигантские техногенные сооружения для работы с энергиями Земли. Потому что обратите внимание на вот эту синенькую стрелочку, то есть под центральной пирамидой были обнаружены гигантские сооружения, которые уходят в глубину на сотни метров. И, соответственно, все это еще связано с красной вот этой стрелочкой, со сфинксом. А так как эти гигантские пирамиды выровнены четко по Северному полюсу, это говорит о том, что построены они сотни тысяч лет назад. И никаких там пару тысяч лет назад их не существовало, как утверждает наука. Это мы все покажем, докажем. Плюс покажем, кто же их строил. То есть легендарные атланты и те, кто обладали сверхтехнологиями, недоступными нами сегодня. Нужно нам это, потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Поэтому нужно изучать прошлое, чтобы понимать ошибки, причины, по которым погибли эти цивилизации, чтобы быть готовым к этим проблемам. Если подробно, то как раз перед нами работа итальянских ученых, которые проводили много лет исследования на плато Гиза. И уже буквально в марте этого года поделились результатами этих исследований. То есть итальянские исследователи утверждают, что обнаружили огромный подземный город, который простирается более чем на 1219 метров прямо под пирамидами Гизы, что делает их в 10 раз больше, чем сами пирамиды, эти сооружения. То есть были обнаружены вертикальные структуры, которые уходят в глубину больше, чем на 640 метров, ниже пирамид. И еще более древние неизвестные структуры, которые находятся на глубине 1219 метров под пирамидами. То есть если не дадут замолчать этим данным, то это просто перевернет всю и археологическую, историческую науку. То есть то, что недавно было как картинка мем, оказалось правдой. Ну, это не впервые в нашем современном мире. То есть эти исследования применяют технологии SAR-технология, которая позволяет как раз провести зондирование Земли со спутников и построить модели. То есть это не впервые они проводили исследования. То есть перед вами как раз модель, трехмерная модель реконструкции пирамиды Хнуф-Хуфу. И по ней видно, что они нашли множество камер, множество проходов, про которых наука не знала. И эти исследования велись еще с 22 года. То есть эта технология используется как раз для создания рельефа поверхности Земли. То есть и она помогла как раз увидеть эти неизвестные сооружения в пирамидах. То есть вот перед вами как раз картинки 22 года, когда эти исследователи Маланга и Бионти проводили исследования, писали статьи в научные журналы. И вот как раз красная стрелочка, это и центральная пирамида. И они обнаружили как бы тепловую аномалию под ней. И начали более подробно изучать эти глубины. Что и привело к получению подобных данных. То есть команда обнаружила скрытую камеру в пирамиде, которая содержала 5 структур, которые опять же имели 5 своих уровней наклонной конструкции. Они были все соединены коридорами. То есть то, о чем наука современная даже не слышала. То есть ниже этих 5 структур в пирамиде находится 8 структур, которые опускаются на глубины более 600 метров. То есть слева как бы компьютерная реконструкция у вас, а справа то, что как бы показывает этот георадар. Да, понятно, что все это они моделировали, но изучение показывает, что это действительно так. То есть подобные структуры существуют под пирамидой. Это не просто там какие-то плотности песка. Это техногенное сооружение. Все это опирается на структуры еще размером 80 метров. То есть квадратные такие структуры по 8 метров в каждую сторону. И такие же сооружения находятся под всеми 3 пирамидами. Опять же, еще ниже находится скрытый город. Казалось бы, сенсация, но посмотрим, как отреагирует на это современная наука.
Потому что, повторяю, если посмотреть в моделировании, то сама пирамида 136 метров, там 5 неизвестных камер, потом винтовые сооружения глубиной на 648 метров и 80-метровое основание. А еще ниже еще какой-то город. Тут я добавляю свои исследования, что эта пирамида имеет волновод к сфинксу. А сфинкс это направленная антенна. То есть перед нами схема, которая работает с геомагнитной энергией Земли. То есть бесплатным электричеством. Вот еще одна причина, почему про это мало говорят и почему нет подобных открытий в нашем мире. Но самое смешное, что про подземный город было известно еще в середине 20 века. То есть есть книга в 10 томах, который писал доктор Селиха Хасан о раскопке в Египте 1944 года. Он утверждает, что они обнаружили вход в подземный город. Спустившись в пустоты, они увидели множество огромных храмов, великолепных дворцов, рек и озер. При этом все говорило, что город создан по единому четкому плану. Да, перед нами легендарные атланты, то есть их сооружения и их технологии. Но это мы чуть увидим позже. Но факт о том, что о городе под пирамидами было известно давно. А почему же нам об этом сегодня неизвестно? Потому что, спустившись в эти полости, были найдены артефакты прошлой атлантической цивилизации. Тот же самый жезл энергии, который принадлежал самому Тоту. С помощью этого жезла можно управлять силами природы, усиливая или нейтрализуя их. То есть, да, легендарные сокровища, легендарные боги, они существовали в древности и оставили свои артефакты. Вот почему мы о них ничего не знаем. Поэтому покажут ли нам этот город? Вопрос открыт. Все зависит от реакции общественности. Потому что, несмотря на то, что были известны данные, что еще в 20 веке проводилась съемка этой местности при помощи георадаров, которые это подтверждали. Все прекрасно знают, что один из входов находится возле сфинкса. И в ответ тишина. То есть вот перед вами как раз схема этого подземного города нам известна. Видно, что он имеет гигантские масштабы, но пока тишина. И опять современные исследователи снова поднимают эту тему. Впервые ли эта тема поднималась? Нет. Еще легендарный Эдгар Кейси рассказывал, что в сфинксе находятся останки иммигрантов из Атлантиды. То есть и там же находится этот подземный зал, который расположен у левой лапы сфинкса. В 1989 году японские ученые провели опять же георадаром исследование. Да, оказалось, там есть вход возле лапы этой сфинкса. Ну и, соответственно, скорее всего, они и вышли, опять же, на эти знания, технологии. А о том, что сам сфинкс пустотел, и что под ним огромное количество сооружений, храмов подземных, было известно давным-давно. Потому что вот перед вами газеты прошлого, исследования прошлого. И все говорит об этом. Плюс это было известно в древнейшие времена. О существовании зала знаний упоминает византийский историк Георгий Сицила, живший в IX веке. Также легендарные герметические писания. Если верить этим писаниям, то священные книги, то под землей скрывается знание и технологии самого бога мудрости Тота. Ну, о том, что мы читали, что они нашли. То есть, фактически, они подтверждают древние предания. То есть, все это называется палата архивов, зал записи, зал знаний. То есть, перед вами как раз справа схема коммуникации, опубликованная Харви Спенсером Льюисом в 1936 году при исследовании пирамид. То есть, опять же, известно, что и сам сфинкс пустотелый, и что под ним существует огромное количество храмов, сооружений. Да, прекрасно было известно в 20 веке. Но нам сегодня об этом не разрешено знать. Именно из-за того, что построили это технологии другого уровня развития. Легендарные атланты. То есть, там действительно находятся вещи этих богов, Тота, Осириса, Исиды. Об этом прямо говорится в погребальных текстах, которые датированы 2000 годом до нашей эры. Об этом сообщают коптские предания, записки арабских путешественников, которые все говорят, что есть некие подземные хранилища, хода под всеми пирамидами. Плюс это все охраняет какая-то волшебная статуя стражника, уничтожающая непрошенных гостей. В сочинениях известного римского историка Плиния также говорится о залах под сфинксом, где сокрыты несметные сокровища. Арабские источники тоже подчеркивают, что вход в подземелье охраняет механические статуи, уничтожающего каждого незваного гостя. Перед вами справа статуэтка Исиды, которая кормит своего гора. Вы это изображение видели
и в наше время, где Богородица держит на руках своего сына. А этому изображению примерно 330 лет до нашей эры. То есть, все это было давно известно. Тот же древнегреческий философ Ямблих, живший в IV веке, в своей книге о тайнах, в особенности египтян, каледойцев и ассирийцев, писал о коридоре, скрывающем галереи внутри сфинкса с Великой пирамиды. То есть, опять же, где эти галереи можно найти? У лап сфинксов. Шумерские таблички утверждают, что убежище анунаков, пришельцев со звезд, был подземный город, куда вел тоннель, начинающий под Хувана, с зубами, как у дракона, лицом, как у льва. Ну, под такое описание подходит только сфинкс. Ну, сам сфинкс — это направленная антенна, которая получает свою энергию от пирамид и создает стоячую волну. Зачем нужна эта стоячая волна? В том числе для перемещения по поверхности Земли, то есть для передачи энергии, ну и для перемещения механизмов бестопливного при помощи ртути вот подобных вот шариках. Ну, об этом я показывал в других своих работах. То есть, что же говорят традиционные египтологи? Ну, говорят, этим пирамидам не так уж много лет. Их построили примерно 4500 лет назад, но сканирование, вот это SAR-сканирование показывает, что пирамиды все-таки это не какие-то там гробницы, а именно технологические сооружения. Плюс множество неоткрытых пирамид, их останков на плато Гизы еще находится. Не только пирамид, но и сфинксов. Я уже показывал, вот справа у каждой пирамиды был свой сфинкс. Сейчас нам известен только один. То есть перед нами, опять же, существуют волноводы от других пирамид в те места, где сфинксы раньше были. Разрушено или под песком, вопрос открыт. То есть каждая пирамида имела свой волновод, свой передатчик энергии для определенных техногенных целей. Передача энергии, передача информации, организация стоячих волн для перемещения, в том числе в пространстве, без топлива. Вот и все эти секреты их технологий, известные нам прекрасно и сегодня. Подтверждение того, что под нами существует подземная цивилизация, как раз и говорится в папирусах, что фараоны Египта общались с подземным миром, которым можно было получить доступ через секретные туннели, скрытые под пирамидами. Слева от вас Осирис, то есть от Сириуса, 3 великих пирамиды, бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии, судья душ усопших. Обратите внимание, у него зеленый цвет кожи. Зачем я на это обращаю внимание? Он царь подземного мира, а были обнаружены зеленые дети Вулпила. То есть это легендарная история в Англии 12 века, когда детей нашли в какой-то яме, они в принципе обычные дети, но цвет кожи у них зеленый. Они говорят на неизвестном языке, не едят то, что им дают, потому что эту пищу не знают. Ну, со временем, как их приучили к нашей пище, и они пожили на поверхности Земли, цвет кожи с зеленого стал нормальным. Это уникальная связь, которая показывает, что под землей существует подземная цивилизация. И там могут жить такие же люди, как и мы. Но это вопрос только к физиологам, биологам, что же приводит к тому, что цвет кожи их зеленый, что дает им свет под землей, от чего, от каких там грибов, там, растений, микроорганизмов может исходить такой цвет, что их цвет кожи становится зеленым. Но прямая связь присутствует. Плюс прямая связь присутствует и вводят эти пирамиды на планетарный и космический уровень, потому что перед нами пояс Ориона, который указывает четко на Сириус, вот это ось Сириуса, Осирис. И точно так же построены 3 великих пирамиды Египта, Мексики и Китая. То есть, зачем это нужно? Прямая, в том числе и связь. То есть, связь на сверхдальние расстояния со своими прародинами. Почему нет? Плюс сегодняшние исследователи обращают внимание, что местоположение пирамид Гизы вплоть чуть ли не до последнего знака совпадает со скоростью света. Почему? Да потому что прямая связь. Электромагнетизм Земли, ну и свет из космоса. Все четко. Плюс я показываю вот этот энергокристалл Земли, показываю эти места силы. Обратите внимание на первую точечку и красную стрелочку. Это как раз пирамиды Гизы. То есть они расположены на кристалле Земли, на выходе этой силы. И на синенькую стрелочку Северный полюс. Потому что эти пирамиды Гизы ориентированы четко на Северный полюс. Туда, где раньше был как раз магнитный полюс. Это важно, потому что вот на красной стрелочке мы видим, что египетские пирамиды ориентированы четко на Северный полюс. Но
Там магнитный полюс был только до крушения Лели. То есть примерно 113 тысяч лет назад. То есть возраст пирамид минимальный 113 тысяч лет. На самом деле еще больше. Кстати, о крушении Лели есть тоже в египетских пирамидах. То есть они прекрасно об этом знали, сохраняли информацию. То, что пирамида больше лет, чем хочет нам преподнести наука, известно давно, потому что вот находят подобные артефакты. Там множество изображений, которым 6 тысяч лет и более, где есть эти пирамиды. Почему-то 3 пирамиды вместе. Ну, некоторые говорят, может это обозначение там гор, еще чего-то. Но таких артефактов множество. Это указание на то, что 3 великие пирамиды существовали. А вот последующие цивилизации, да, строили вот такие мелкие, недоразвитые, непонятные пирамидки из обычных кирпичей. То есть уровень технологий совершенно другой. Об этом же говорит стела фараона Хеопса, Хуфу, который считается строителем этих пирамид. Сфинкс был построен даже позже, говорит наука. Но здесь рассказывается, как он ремонтирует сфинкса после того, как по нему попала молния, что он возводит храм Изиды возле пирамид. Каких пирамид? Он же их еще не построил. Так он их просто реконструировал. Он занимался реконструкцией, восстановлением, но никак не строил. То есть, а древнеегипетский источник упоминает о цивилизации богов, которая в древности правила Египтом, и, соответственно, все это и построила. Об этом говорит та же эрозия на сфинксе, которая тысячи лет, то есть она появилась задолго до этого как бы фараона. Поэтому все нужно изучать, но это изучение показывает, что по всему миру технологии одинаковые. И строители, кстати, одинаковые. Потому что, опять же, видя одну и ту же технологию по всему миру, включая Мезоамерику, мы можем допустить, что и строители там были одинаковые. То есть белые боги Египта, Шумера, Индии, Мезоамерики. Их показывают, они почему-то светлокожие, и голубоглазые, и зеленоглазые. То есть совершенно, мягко говоря, не те египтяне. Плюс везде присутствуют эти крылья. То есть возможность перемещения по воздуху, в том числе и за счет стоячих волн. Ну, а то, что пирамиды Египта строили не всегда, как бы местные египтяне, можно увидеть на этих фресках, где блондины, вот эти с синими стрелочками выделены, строят эти пирамидки. Плюс сами кирпичи не всегда были вот такими стандартными, они, мягко говоря, были и большими. А возможность тоже транспортировки больших кирпичей заключалась в том, что те же атланты были гигантского роста. Ну, соответственно, их потомки тоже. Перед нами не просто какая-то мертвая статуя, а живой человек, которому отдают цветочек, там кормят, и он правитель Египта. Да, вопрос открыть, когда это было. Но это было. То есть гиганты правили Египтом, строили в свое время, жили очень долго. Соответственно, могли использовать это строительство. При том, что строительство это известно прекрасно славяно-арийской традиции. То есть умножение на это плоскостное, умножение жды как раз это объемное для строительства тех же пирамид, а умножение ю пространство именно временное для перемещения во времени и пространстве. Вы до сих пор в школе поете дважды 2 4, так вот дважды 2 точно не 4, это 2 на 2 4. А, например, 3 на 7 это 35. В плоскостном умножении 3 на 7 это 21. В умножении жды это 28. А в умножении ю 3 на 7 это 35. То есть я показывал эти расчеты для строительства пирамид в своей видеостатье про единые энергоцентры планеты. То есть это все сохранилось, можно рассчитать, понять, какой тебе объем материала нужен для их строительства. Ну и понять, где эту пирамиду поставить, зачем. Потому что пирамидами охвачены все места силы Земли, даже сегодня неизвестные современные науки. Почему мы это не помним? Потому что все страны, которые забыли свою культуру, историю, традиции национальных героев, обречены на вымирание. Ну и хотел бы добавить на повторение ошибок прошлых цивилизаций. Поэтому мы изучаем прошлое. Поэтому вам рекомендую повторение мать учения. Новая информация никогда с первого раза не усваивается. Скачайте это видео, посмотрите столько раз, сколько нужно. Все ссылки на материалы в описании под видео. На канале есть огромное количество информации на эту тему. Ну, плюс в конечных заставках к видео будет продолжение всех этих направлений. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая ничего не видит и не слышит и не говорит, а только уткнулась в гаджет. Если увидели в информации здравомыслие, помогите ее распространению. Поставьте лайк, напишите ваш комментарий, поделитесь в социальных сетях своих. Это поможет продвижению здравомыслия в массы.
Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.